Слушай, можешь сделать вот на косарь? Пожалуйста. Вот там девушка сидит, второй столик, а сделай красиво, брат! Сейчас как бы от меня. Для девушки, сидящей за вторым столиком, а также для моих гостей из солнечного Ютуба, звучит это бессмертно, зажигательно, жизнеутверждающая композиция. Приветствую вас на своем околомузыкальном канале, а особенно тех, кто дергает волшебные гитарные струны и не может понять, почему так быстро устает правая рука, особенно тогда, когда вам нужно играть ровный и относительно быстрый ритмический чес, наподобие того, который вы только что слышали. Сразу хочу оговориться, что я не имею морального права чему-то вас учить. Я лишь предлагаю посмотреть на работу правой руки через призму физических законов, перед которыми равны все. И преподаватели, и ученики, и начинающие гитаристы, и мастера. Те из вас, кто досмотрит ролик до финальной части, будут вознаграждены душераздирающим экспериментом с участием этой видавшей виды пилы. Девчонкам и детям лучше не смотреть. Сейчас вы увидите два параллельных процесса. Попробуйте понять, что их объединяет. Наверное, некоторые из вас вспомнили школьную физику и заподозрили, что это колебательные процессы. Ну а самые продвинутые, возможно, усмотрели в этих процессах явление резонанса. Наверное, вы согласитесь с тем, что человек, когда ему надо повторять множество рутинных, однообразных движений, старается интуитивно уменьшить затраты энергии. Например, хозяйка на новой кухне старается оптимизировать маршрут перемещений. А какая эволюция движений может быть у правой руки гитариста? Вот он впервые взял в руки гитару и неуклюже вовлекает в движение всю руку. От плеча до кисти. Потом он приходит к ощущению, что плечевой сустав можно зафиксировать и работать только предплечьем и кистью. Наконец он обнаруживает, что можно иногда обойтись простым вращением кисти. Но мы пойдем дальше. Посмотрите еще раз внимательно на этого замечательного пса. И главное, послушайте, как он дышит. В спокойном состоянии частота дыхания собаки составляет где-то 15-30 раз в минуту, примерно как и у человека. Пес в этом эпизоде дышит с частотой примерно 250 раз в минуту, то есть в 10 раз чаще обычного. Очевидно, после активной пробежки. Изюминка процесса в том, что такая частота дыхания выбрана собакой не просто так. Она совпадает с резонансной частотой грудной клетки. Если бы удалось уговорить собаку снять амплитудно-частотную характеристику ее дыхательного тракта, то это могло выглядеть примерно так. Кстати, как вы думаете, какую собачью породу я попытался изобразить на рисунке? Итак, просим собаку открыть пасть, засовываем в трахею трубочку и подаем в нее импульсы воздушного давления с плавно изменяющейся частотой и постоянной амплитудой. Получим примерно такую зависимость. Здесь по горизонтали отложена частота импульсов давления, а по вертикали амплитуда колебаний грудной клетки. Максимум кривой – это точка резонанса. А как нам известно из школы, чтобы поддерживать систему в колеблющемся состоянии, в точке резонанса, требуется подводить к ней минимум энергии. То есть, чтобы дышать на резонансной частоте, собаке нужно затрачивать меньше энергии, что она и делает. Если решите повторить мой умозрительный эксперимент, дайте собаке снотворное и не перепутайте трахею с пищеводом. Потихоньку подбираемся к правой руке. А есть ли в ней резонансное явление? Можно ли их использовать гитаристу для экономии энергии, подобно тому, как собака экономит энергию при дыхании на резонансной частоте? Вот теперь перейдем ко второму сюжету с балансным кольцом часового механизма. Многие любопытные мальчишки ломали старые будильники и видели там такую штуку. Ее можно подвесить за пружинку для наглядности. Эта система уже имеет очевидную, ярко выраженную способность к колебаниям и тоже имеет резонансную частоту. Она же собственная частота затухающих колебаний. Смотрите, мы добавляем в систему совсем немного энергии извне, едва ее трогаем, и она очень долго колеблется.
Как говорят физики, у системы высокая добротность, то есть график амплитудно-частотной характеристики имеет выраженный пик. Так происходит потому, что в системе очень мало внутреннее трение, и сопротивление воздуха тоже мало. Такие колебания очень стабильны по частоте, поэтому такая система используется в механических часах как источник эталонных промежутков времени. Энергия главной пружины через систему шестеренок и рычагов поддерживает колебания. Собственная частота таких крутильных колебаний определяется формулой, где К – коэффициент жесткости пружины и момент инерции. Вы думаете, что я забыл о правой руке гитариста? Да нет, мы как раз и подошли к ней вплотную. Нам же нужна стабильность ритма при минимальных затратах энергии. Смотрим на руку. Есть ось вращения. Она совпадает с направлением предплечья. Пробуем ее вращать до упора в разные стороны и чувствуем возвратную пружинящую силу. То есть наша рука есть подобие той самой пружинки, балансного кольца, которая распределена по всей руке. Если бы я был хирургом, то я бы сказал, что в качестве пружины в руке выступают связки, сухожилия, суставные элементы. Но в отличие от часовой системы, в руке большое внутреннее трение. То есть связки, мышечные волокна трутся друг об друга, что ухудшает качество резонанса. Кроме пружинящих свойств, рука обладает массой, как и балансное кольцо. И эта масса распределена вокруг оси вращения. То есть мы в кисти и предплечье имеем все элементы, все составляющие системы, которые просто обязаны иметь резонансные свойства. Попробуем в этом убедиться. Неплотно, без напряжения сжимаем кисть, следим, чтобы центр кулака находился на оси предплечья и начинаем крутильное колебание, постепенно ускоряясь. Вы должны почувствовать момент, когда кулак будет колебаться быстро, стабильно и без особого напряжения. Это означает, что мы поймали желанный резонанс. Вот у меня он такой. Это хорошо, но частота такого резонанса великовата для извлечения ритмического рисунка. Да и диапазон перемещения пальцев маловат для игры ритма на всех струнах. Можем ли мы такой резонанс использовать? Если зажать в руке медиатор, то можно попробовать играть тремоло. Но очень трудно дается позиционирование, поскольку нет опоры для руки. Тремоло получается неравномерным. Нужно уменьшить резонансную частоту. Это делается двумя способами. Первый. Немного сгибаем кисть. Я утрирую для наглядности, поэтому согну больше. Этим мы отдаляем центр колеблющихся масс от оси вращения. Обратите внимание, что у вас вращение сейчас системы не совпадает с направлением предплечья, а немного сместилась. Поэтому одна часть массы руки колеблется с одной стороны от оси, а другая часть массы с другой. Поскольку собственная частота колебаний такой системы зависит от момента инерции, вот таким образом, видите, здесь момент инерции в знаменателе подкоренного выражения, значит мы понижаем резонансную частоту системы. Посмотрите на этом эпизоде, как перенос массы дальше от оси вращения уменьшает частоту колебания системы. Совершенно то же самое делаем мы, отклоняя кисть. Одновременно увеличивается ход пальцев, и теперь мы можем зацепить все струны, если будем играть ритм таким движением. Второй способ изменить резонансную частоту – это изменить жесткость системы, жесткость пружины, а применительно к руке – степень напряжения мышц. То есть коэффициент К в этой формуле находится в числителе. При прочих постоянных условиях частота увеличивается при напряжении мышц кисти и предплечья и уменьшается при их расслаблении. Самые въедливые могут справедливо заметить, что формула не отражает сложного поведения руки, но для наших рассуждений этого вполне достаточно. Интересно, есть такие, кто дослушал до этого места? Если есть, то для вас бонус. В нашей руке есть как минимум еще одна резонансная система, более высокого уровня. Она состоит из предплечья с кистью, которые двигаются относительно локтевого сгиба. Ее резонансом можно управлять напряжением мышц кисти, предплечья и плеча. А вот и долгожданный душераздирающий эксперимент. Смотрите на аналог этой колебательной системы, который я сделаю из этой видавшей вида пилы, и вам сразу станет все понятно. Не буду углубляться в анализ этой системы, просто скажу, что ее нужно просто почувствовать. В качестве примера использования резонанса предплечья могу привести вариант тремоло. Его можно играть резонансом кисти, как я уже говорил, но этот вариант сложен для позиционирования медиатора. А вот вариант с резонансом предплечья подходит гораздо больше. Но нужно зафиксировать подушку ладони
мягко зафиксирует на порожке. При этом рука не совершает крутильных колебаний. Этот вариант позволяет позиционировать медиатор более точно. Реально в создании ритма участвуют обе эти колебательные системы. И обычно движение руки достаточно сложное, комбинированное. Каждый для себя должен выбрать свой вариант, исходя из анатомических особенностей руки. Какой же главный вывод из всего сказанного? Вполне можно использовать резонансные свойства правой руки при создании ритмического рисунка, поскольку при этом, во-первых, расходуется меньше энергии, и, во-вторых, увеличивается стабильность ритма, так как стабильность – это неотъемлемое свойство резонансных явлений. Насколько мне удалось заметить, не только недогитаристы вроде меня, но и опытные гитаристы используют явление резонанса в правой руке. Они делают это и осознанно, и интуитивно. Желаю и вам того же.